Когда-то здесь кипела жизнь благородных господ, а сейчас гуляет ветер, пробирающийся через разбитые стекла. И мы, случайные путники-фотографы, желающие хоть как-то сохранить красоту этого места. Заброшенная ныне вилла была построена в конце XIX века в качестве свадебного подарка для любимой женщины и помнит счастливые времена. Правда, после первых владельцев никто так и не смог полюбить и уберечь ее. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект об историях заброшенных мест Follow the Ghosts. Сегодня мы с вами перенесемся в Италию, чтобы посмотреть красивую печальную виллу, пережившую многих своих владельцев и, как часто бывает, не нашедшую себе места в современном мире. Старую виллу и разросшийся вокруг сад с вековыми деревьями окружал шумный город. Мы приехали к ней уже под вечер. Люди в домах по соседству вернулись с работы домой и застыли перед телевизором в ожидании ужина. Никто на нас не обратил внимания. Было забавно покинуть заставленные машинами улицы одним прыжком через забор. И вот уже тебя окружают нависающие ветви деревьев, а где-то слева шумит выходящая на поверхность подземная река. Теперь осталось найти виллу. Странно и здорово, что никто еще не выкупил эту огромную территорию под застройку, и мы могли насладиться ее тишиной и прохладой. Узкая полузаросшая народная тропа вела нас к вилле. А вот и она виднеется. Но справа есть еще одно красивое здание, которое сразу же привлекает наше внимание. Похоже, что это оранжерея. Оранжерея была пуста, не считая подвешенных к потолку круглых фонарей и расчерченных на полу бетоном линий, меж которых раньше бежал ручеек. Лишь в углу стоял одинокий потрепанный диван. Высокие потолки, застекленные стены, остатки фресок и мозаики с изображением растений и животных, гравюры с ангелочками на фасаде. Оранжерея сама по себе была настоящим произведением искусства. Все здесь было сделано с любовью и во имя любви, как и вилла, видневшаяся сквозь грязное стекло. Вилла встретила нас сумраком и прохладой. Наверное, раньше ее наполняло солнце, но сейчас неухоженный сад подступился со всех сторон. Свет поступал только со стекленного потолка прямо над лестницей, высвечивая ее изящные формы и приставленное к ней кресло. Комнаты были пусты. Мы передвигались по темным помещениям, пытаясь предположить, как здесь раньше было. К сожалению, вода потихоньку затапливала здание. Потолки в некоторых комнатах начали сыпаться, и то там, то здесь в них зияли дыры. Но пока что ни один этаж еще полностью не обвалился, хотя все к этому идет. Стекла и штукатурка хрустели под ногами, наполняя пространство звуком, пока мы обходили первый этаж. В основном он состоял из просторных пустых помещений.
И вдруг мы увидели совершенно необычную комнату. Стены и потолок в ней были покрыты мелкими рисунками в красно-зелено-синих тонах. Приглядевшись, мы рассмотрели изображенные на них гербы, повторяющиеся в шахматном порядке. Изящный кессонный потолок также пестрел рисунками. В углу стоял камин, на котором сливались в единое целое гербы первых владельцев. Наверное, раньше здесь располагался обеденный зал. Закончив осмотр первого этажа, мы поднялись по главной лестнице на второй. Находящиеся здесь комнаты также встретили нас пустотой, не считая нескольких шкафов и повисших над окнами и в нишах над кроватями остатков массивных занавесок. В вилле было много санузлов, а также нам попалась библиотека. Правда, книжек в изящных шкафчиках уже не стояло. Попалась нам и второстепенная лестница, по которой можно было попасть на третий этаж. Дело в том, что изначально вилла имела только 2 этажа, но когда семья первых владельцев начала разрастаться, решено было ее увеличить. Тогда пристроили 3-й этаж и добавили 2 симметричные башни по бокам. Второстепенная лестница, по которой мы поднимались, была сделана из мрамора, в отличие от главной из бетона. Поднявшись, мы оказались перед стеклянным куполом, но пройти дальше никуда не смогли. Устланный плиткой пол, напоминающий формой пчелиные соты, обвалился в нескольких местах. Ходить здесь в начинающихся сумерках было просто опасно. Былое великолепие этой виллы уходило в прошлое, вместе с памятью о ее первых владельцах. Никто не смог любить и лелеять ее больше, чем они, и вряд ли когда-нибудь сможет. Я уже упоминала в начале видео, что эта вилла была свадебным подарком. Об этом, кстати, красноречиво говорил и камин, на котором было изображено 2 сливающихся герба. Этот рисунок изображал союз 2 влиятельнейших на то время итальянских семей. Теперь пришло время познакомиться с ними поближе. сколько идей, хочу использовать их все», — говорил Витторио Мизецци, остановившись у лавки с открытками и жадно перебирая их все. На них были изображены самые красивые итальянские здания. Его помощник робко пытался обратить на себя внимание, покашливая и сообщая о текущем времени. Совещание должно было вот-вот начаться. Но у Витторио в голове была только новая вилла, которую он строил для своей возлюбленной в качестве свадебного подарка. Ведь чем быстрее получится ее достроить, тем скорее они будут вместе. Витторио не мог себе позволить сделать виллу абы как, и хоть он нанял самого лучшего архитектора региона, проект был для него настолько важен, что, будучи в служебных командировках, он ходил вот по таким лавкам с открытками, в поисках тех самых архитектурных идей, которые пришлись бы по вкусу дорогой Франческе. Вилла Франческо. Пожалуй, именно так их будущая семейная обитель и будет называться. Строительство было окончено в 1895 году, и тогда почти 30-летний Витторио, крупный итальянский предприниматель и владелец отцовской фабрики, взял в жены Франческу Донатти, девушку из богатой и влиятельной семьи. И жили они долго и счастливо, как принято говорить, хоть на самом деле прошло чуть больше 20 лет. Потом Витторио скончался, что, как поговаривают, было связано с работой на фабрике, занимавшейся производством цемента. Многие ее сотрудники также ушли из жизни довольно рано.
В семье Витторио и Франчески было 7 детей, поэтому со временем виллу пришлось немного расширить, что только украсило этот проект. Вилла находилась в центре небольшого городка, окруженная крупным садом с оранжереей и конюшнями. Сейчас, к сожалению, конюшни уже не сохранились. Так как идей для проектировки виллы у Витторио было много, то и стиль разных комнат довольно различается. Тут и неоренессанс, и барокко, и даже неосредневековый стиль, в котором была выполнена комната с камином, отделка которой имитирует средневековые гобелены. Нанятый архитектор спроектировал виллу так, что можно было использовать все доступные на то время инновационные удобства – водопровод, туалет и отопление с радиаторами. Так как Витторио владел цементной фабрикой, он настоял на том, чтобы в конструкции и отделке здания меньше использовался мрамор и больше цемент. Поэтому центральная лестница, колонны и даже барельефы с плиткой были выполнены из этого материала. После смерти Витторио и Франчески вилла перешла к их детям. Но, к сожалению, в 80-х история рода начала обрываться, и виллу выкупили другие люди. Насколько мне известно, очередной хозяин виллы, уже пожилой человек, живет от нее довольно далеко. Силы желания заниматься ее восстановлением у него нет. И поэтому эта прекрасная жемчужина начинает меркнуть. Кстати, все те открытки с архитектурными идеями и комментариями, которые Витторио отсылал своему архитектору, сохранились и сейчас находятся в частной коллекции. И эта коллекция довольно обширна. Это просто, чтобы вы понимали, насколько этот человек был погружен в процесс создания виллы, которую, кстати, назвал именем своей возлюбленной. В рассказе, как вы помните, упоминался и завод, который принес нашим героям огромное состояние, но и как бы послужил причиной, по которой Витторио рано ушел из жизни. Мне удалось найти воспоминания девушки, чей дедушка там работал. И мне кажется, такой материал наиболее ценен, потому что он рассказывает о месте глазами очевидцев. Я связана с этим местом по личным причинам, хоть никогда в жизни не видела его действующим. Рассказывает в своем блоге Рафаэлла, итальянка лет 35 с длинными вьющимися волосами и приятной улыбкой. В детстве, во время воскресных обедов у моих бабушки с дедушкой, дед часто рассказывал нам, как работал на заводе, обслуживая гигантские печи, как вместе с другими рабочими они дышали обжигающим воздухом, и насколько утомительным был этот труд. «Немногие дожили до преклонных лет», – вспоминал он. «Точнее, никто, кроме меня. Умирали от неизвестных на ту пору болезней». Его рассказ прерывался тяжелым кашлем, вызывавшим в нас беспокойство. «Виновата сигарета», — говорил он. «Виноваты печи», — думали мы. На самом деле он просто никогда не был зол на фабрику. Он был горд, что работал там, потому что каждый тогда хотел работать на цементном заводе, ведь это была стабильная работа, гарантирующая наличие на завтра тарелки супа для всей семьи. Цементный завод появился в 1880-х годах, основанный 5 братьями Мизецци, когда в Италии только-только начинали использовать железобетон. Один из них, выдающийся инженер Чезаре Мизецци, сразу же осознал потенциал нового строительного материала и начал проектирование завода. Чего только стоит хранилище, выполненное в дорическом стиле. Огромный зал, своды которого поддерживают бесчисленное количество узеньких колонн, и, заходя внутрь, ты ощущаешь себя как во дворце, а уж точно не как на фабрике. В пиковый период на заводе, ставшем гордостью и кормильцем региона, работало около 400 человек, в основном мужчины. Владельцы сильно разбогатели, но даже строя себе новые шикарные виллы, они не забывали использовать в строительстве и бетон, заменяя им мрамор. Постепенно технологии стали устаревать, и завод приносил все меньше и меньше прибыли, пока окончательно не закрылся в 70-х годах. Сейчас этот уснувший гигант – памятник прошедшей эпохи, о которой местные старички до сих пор отзываются с любовью. Ну вот, друзья, мы познакомили вас с историей виллы и завода, неразрывно связанных друг с другом. Можно даже сказать, что это была история одной семьи, и мы за короткое время пронаблюдали их взлеты и падения. Но еще бы ведь построить такие красивые места, как вилла, да тот же завод. Это ведь и не завод вовсе, это замок.
И стоило все это колоссальных средств даже на то время. А ведь это был не единственный завод, которым владела компания. Просто до других мы еще не добрались. Ну и сейчас, в наше время, вся эта красота и весь этот масштаб стоят заброшенные и никому не нужные. К сожалению, также и род со стороны Витторио и Франчески начал постепенно угасать. Многие их дети погибли во времена войны. Только 2 из 7 детей имели семьи и построили карьеры. Друзья, вы, наверное, заметили, что мы стали регулярно выпускать видео. Наша мечта состоит в том, чтобы заниматься тем, что нам нравится, в частности, развивать этот канал. Больше снимать видео и фотографировать, искать истории заброшенных и необычных мест. К чему мы это? Все это требует больших материальных ресурсов и времени. Поэтому, если вам хочется поддержать нас, мы сейчас вам расскажем, как это сделать. Во-первых, посредством приобретения нашей продукции. И да, у нас есть интернет-магазин, где вы можете там заказать открытки, сумки, футболки и нашу книгу. Ну да, если вдруг вы с нами впервые, у нас есть книга с историями заброшенных мест. Во-вторых, если вам хочется читать больше историй про заброшки и не только, у нас есть канал на Бутси, где можно оформить подписку. Там вы найдете много еще не опубликованных фотографий, материалов и мест, про которые я пока что нигде не рассказывала. Кроме того, у нас там даже есть рубрика про загадочные интересные события. В общем, очень много всякой интересной и полезной информации. Третий вариант, если вам просто нравится наша работа и вам просто хочется нас отблагодарить, можно сделать донат. Абсолютно любой, на любую комфортную для вас сумму. Мы будем вам очень благодарны. Ну и 4-й вариант, вы можете еще поделиться нашим видео у себя в соцсетях. Мы будем очень рады новым подписчикам. Вот так вы можете нам помочь. Все необходимые ссылки есть в описании к данному видео и в первом закрепленном комментарии. Надеемся, новый эпизод вам понравился. И если это так, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Будем исследовать заброшенные места вместе. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через 2 недели. Пока!